Всем добрый вечер. Я дарила вам очень много ритуалов, сохраняющих, защищающих вас, вашу семью, ваше имущество. Я хочу вам подарить еще один ритуал, который будет помогать и охранять ваш дом на протяжении полугода. Через полгода нужно будет это повторить, потому что потеряет свою силу. Дорогие друзья, у ведьм есть очень много тайн и секретов, которыми они пользуются. Именно поэтому они неуязвимы, именно поэтому они спокойно живут и работают, именно поэтому они защищены от всех и вся, начиная от властей, заканчивая всякими ненужными людьми, ненужным вниманием и прочее, прочее. И вот этими тайнами, секретами я постепенно с вами делюсь и дарю вам, простому человеку, то, что можно делать ему. Ну, грубо говоря, подгоняю под простого человека для того, чтобы ему было можно это делать. Вам для этого нужно будет взять соль, перец или семена перца. Одно и то же. Перец любой, черный, красный, без разницы. Иглы и запутанную черную нить. Чуть-чуть запутайте вот так вот и положите. Итак, в этот бутыль, вот я взяла такой для детей маленький такой сок, продается, он очень удобно, кстати говоря. Нужно по очереди сыпать это все, говорить те слова, которые я скажу. После этого закрыть в черную ткань, запечатать и сохранить в темном месте дома. Неважно где. Главное, чтобы никто не нашел. Если кто-то найдет, выкинет или разобьет, или вообще увидит, он потеряет свою силу. Нужно, чтобы вы сделали так, чтобы никто не знал об этом, и никто не видел и не нашел. Вот это таинство в магии, оно очень важно в некоторых ритуалах. Вы даже не представляете, как они хорошо работают, как они сильны и как действительно действенны. Вот иногда я провожу некоторые вещи для себя, проходит время, я уже даже забыла об этом. Потом сразу резко вспоминаю и думаю, елки-палки, ну я же неделю назад провела, а я и забыла про это, оно уже работает, понимаете? Иногда отдавать свои мысли, иногда отдавать свое дурное настроение, иногда отдавать свою боль, усталость или что-то еще в воде, или начитывать, отпускать и прочее, прочее, мы делаем вот автоматически как-то, знаете, на автопилоте. И забываем, и проходит некоторое время, и мы чувствуем, что это все ушло, этого нет. И вспоминаем, что мы это делали. Мы же это провели, и вот сработало. Понимаете? Главное, сделайте, как я вам говорю, потому что все, что я вам говорю, это все проверено, и именно так, как я вам говорю, лучше так и делать. Почему именно так, а не иначе, не спрашивайте, потому что так надо. Потому что это то, что надо делать, и более ничего. Итак, начнем. Поскольку немножко трудный такой ритуал, и поскольку я снимаю, у меня руки будут заняты, естественно, я буду так время от времени ставить на паузу. Кстати, на том телефоне не знаю, как ставить, а вот в этом очень удобно. Можно на паузу поставить и спокойно снимать беспрепятственно. Все это разложите, возьмите 3 восковые свечи, можно церковные, любые, без разницы. Лишь бы это были восковые свечи. Остальное можно для освещения. Вот я поставила темные свечи. Вы можете светлые ставить. Алтарь лучше или черный, или синюю ткань. Итак, начнем. Ночью темной, дело нужное творю, дом свой, семью свою от беды сохраняю, беду заточу, запечатаю. Итак, берем соль,
Сыпем сюда воду. Слезы соленые закрываю в бутыль, убираю подальше. Да будут слезы соленые закрыты и убраны от моего дома и от моей семьи. Берем либо перец, либо семена перца. Посыпали сюда. Читаем. Горечь горькая, закрываю тебя в бутыль, убираю подальше от моего дома и от моей семьи. Да будет горечь убрана и закрыта от дома моего и от моей семьи. Далее. Берем иглы, бросаем в бутыль. Читаем. Зависть людская, сглаз и ненависть, опасность и безвременная смерть, аварии и враги, вор и супостат, и всякое зло, и всякие страхи закрываю вас в бутыль, убираю вас от моего дома и моей семьи. Далее берем черную нить, вот эту запутанную нить, кидаем внутрь, чтобы она полностью там была. Все. Черная нить, запутанность и злость, безденежье и болезнь закрываю вас в бутыль и убираю подальше от моего дома и моей семьи. Ночью темной дело нужное творю, дом свой и семью свою от беды сохраню. Все, что сказала, что перечислила, в бутыль заточу, закрою, запечатаю. Всю скверную беду в бутыль заточу, навеки закрою. Да будет так. Берем, закрываем. Итак, вот в черную ткань обмотала, черной тканью закрыла. И вот эту бутыль нужно несколько раз взболтнуть, потом поставить в такое темное место, и чтобы оно там осталось полгода. Через полгода теряет силу, можете смело выкинуть. Вот такой оберег, такой сохран, он поможет вам на полгода избежать каких-либо операций, каких-либо больших денежных затрат, затопления, пожара, аварий, несчастных случаев, прочее. Дом и семью. И вам будет спокойнее жить. Только предупреждаю, что люди, у которых очень сильные проклятия, люди, у которых очень страшно наведенные вещи, на которых наведено все это, им это может не помочь. У них могут, то есть никаких перемен, изменений в лучшую сторону не произойти, тем более этот сохран им может не помочь. Но люди, у которых нет серьезных проблем, у которых там очищено, снято это все, может быть, уже как бы это все уже закрыто, закончено, у которых уже черная полоса отошла в сторону, им может помочь. Если нет ничего серьезного, никаких серьезных препятствий на семью, на дом, то вот такой оберег очень может вам помочь. Здесь много чего не нужно, всего лишь вот то, что я перечислила, и вот это все есть в каждом доме, в любом случае. Но как охрана, как оберег можете это сделать, оставить у себя где-нибудь в темном углу, спрятать, чтобы никто не нашел. Найдут, значит, повторите, потому что потеряет силу. Когда поставите туда, скажете: стой в темном углу, сохрани мою семью, мой дом, имущество и всех, кто здесь живет. Все. И забудьте про этот бутыль полгода. Но если больше времени пройдет, ничего страшного.
ничего страшного не произойдет. Просто через полгода он потеряет свою силу. Свечи должны догореть, вот эти вот восковые. Все, удачи всем.